Всем привет с французского полуострова Киброн. Я собираюсь пройти по Бискайскому заливу, что в Атлантическом океане, на настоящем фрегате. Точная копия фрегата Петра I «Штандарт». Все с восторгом смотрят на корабль, потому что это символ мечты. С конца июня этот корабль, который уже 15 лет не был в России, находится под санкциями. Русский корабль! Пошел! Европейские порты, включая французские, часто отказываются принимать корабль. Потому что мы слишком опасны. И вот теперь Штандарт и члены его команды, по их собственным словам, находятся в опасности. Мы заглядываем в глаза смерти. Так почему Штандарт оказался под санкциями? Вот с этим я, кстати, буду бороться. Как теперь заправлять судно и добывать себе еду? Месяц в море очень изматывает. И вообще, есть ли у них будущее в Европе? Разберемся на борту. Только что капитан мне сказал, что кораблю удалось пришвартоваться в порту Киброна, но приехала полиция и попросила их уйти отсюда, поэтому мне нужно будет добираться до корабля на специальной шлюпке. Здравствуйте. Я сразу. Да. Так. Ой, извините. Оп. Мы вышли в открытое море, вот там за мной Штандарт. Сейчас надо будет подняться с этой шлюпки на борт. Принять шлюпку по правому борту. Оп. Не надо бояться, все будет хорошо. Добро пожаловать на Штандарт. Ура! Владимир, капитан. Лера. Добро пожаловать. Пока не капитан. И раз. И раз. И раз. Тут, конечно, единственное сейчас плюс. Смотрите, вот там острова, они нас закрывают от океанской волны. Я думаю, что в океане спокойно тоже будет, но может быть чуть-чуть и шевелится. То есть сейчас пока привыкайте. И самое важное, Лера, как только хоть чуть-чуть чувствуется, что мутит, подниматься на верхнюю палубу, стоять посередине, смотреть на горизонт, дышать. Сейчас мы подобрали французских практикантов. Мы идем, мы будем в океан, у нас учебные занятия. So time to relax and enjoy. Тут все так по-другому, вокруг так красиво. Да, тут красивый вид. И мы чувствуем себя настоящими пиратами. Буквально в первые минуты, когда я оказалась на борту Штандарта, я встретила здесь 4 француженок, которые оказались здесь день или 2 назад. Они увидели Штандарт с воды, были на своей лодке. Мы увидели его издалека, когда были на яхте моих родителей в Киброне. Мы решили на сапах подплыть поближе, чтобы просто посмотреть. Капитан был на палубе, он увидел нас и просто сказал: «Поднимайтесь на борт, мы проведем вам экскурсию». Мы поднялись, и потом он сказал, что на корабле нужны люди для путешествия в Ла-Рошель. И мы ответили: «Да, мы хотим присоединиться». А чем ты занимаешься в жизни? Я учусь сейчас на остеопата. Мне скоро нужно будет вернуться к учебе, в класс. И кажется, что это просто не имеет смысла, когда вы знаете, что есть вот такая жизнь. Мы держим курс сейчас в Ля-Рошель. Путь у нас должен занять ночь, день и потом еще ночь. Посмотрим, примет ли порт нас там. А вот когда на сушу выходите, у вас есть какое-то особенное ощущение? Как это все время ходить в море? У новичков на корабле морская болезнь, а у меня береговая болезнь. Земля под ногами качается. Я перебарываю это все, я знаю, как бороться с морской болезнью, знаю, как бороться с береговой, но организм на земле себя чувствует не в порядке какое-то время, пока не привыкнет. То есть, когда я схожу на сушу, через 3-4 часа меня начинает тошнить. Команда Штандарта всегда шутила, что он как настоящий пиратский корабль. Но, правда, теперь, судя по всему, эта шутка воплощается в жизнь, когда Штандарт не пускают в порты, запрещают ему там находиться, он даже выпроваживают с военными кораблями.
В Бресте с нами произошла действительно сумасшедшая история. Мы попытались попасть туда на морской фестиваль, нам не разрешили. И в конечном итоге отправили 3 современных французских военных корабля, чтобы сопроводить нас обратно в море. Представьте себе, деревянный парусник, который сопровождают 3 военных корабля, потому что мы слишком опасны. После начала полномасштабной войны все корабли с российским флагом попали в Европе под запрет, но «Штандарт» оказался в особом положении. Для чего санкции были введены? Для того, чтобы не финансировать военные действия. Понятно, что такие корабли, как «Штандарт», не имелись в виду законодателем в тот момент, когда эти санкции писались. И 2 года мы ходили по всем фестивалям, потому что, строго говоря, деревянный корабль простой конструкции не относится к определению корабль, который должен соответствовать морским конвенциям. Но вот активность экстремистской группы проявилась. Они провели решение, что надо и добавить исторический корабль. Поскольку исторический корабль у России один, который ходит по морям, то получилось, что это персональные санкции против «Штандарта». Идем разбираться с русским кораблем. Наші діти вбивають з вашою символікою, ми не хочемо цього. Знімайте наш прапор. Мы против того, чтобы наш прапор висів разом із вашим. Я согласен, что Россия ужасные вещи делает. Да. Все життя. Знімайте прапор. Ні. Щоб ви не підтримували Путіна, ви б русський прапор зняли. Знімайте русський або український. Ми не проти. Один прапор. Русський корабль! Русський корабль! Вот с этим я, кстати, буду бороться, чтобы нас перестали называть российским кораблем. У нас сейчас флаг и регистрация островов Кука. И я выбрал этот флаг сам, именно потому что он так выглядит. Кто не знает, как выглядит флаг островов Кука, там европейские звездочки, как Европейского Союза, и британский Union Jack в крыже. Флаг островов Кука, он как бы символизирует объединение Европы и Великобритании. Мне он очень нравится. Пока команда корабля судится в разных европейских инстанциях и призывает «спасите историческое судно», его оппоненты повторяют «нет «Штандарту» в Европе». В июне 24-го в ответ на требования активистов Евросоюз прояснил свои ограничения. Неважно, чем именно занимается корабль с когда-то российским флагом, его не может быть в европейских портах. Мы просим власти действовать по совести, поскольку эти санкции были приняты после резни в Буче. Просим уважать европейский закон, который является обязательным для всех. Бернар Груа – пресс-секретарь движения «Нет «Штандарту» в Европе. Он считает, никаких исключений для корабля с российским прошлым быть не может и отправляет обращение в Еврокомиссию. Владимир Мартусь сознательно подвергает своих пассажиров риску, чтобы шантажировать французские власти. Необходимо что-то предпринять, без промедления. Угрозу, которую представляет собой нынешняя ситуация со «Штандартом», нельзя недооценивать. Мы запросили интервью с Бернаром Груа. Сначала он, казалось, был готов, но когда узнал, что его комментарий будет в одном видео с комментариями Владимира Мартуся, отказался говорить под запись. Владимир Мартусь должен быть арестован за преднамеренное и неоднократное создание угрозы для жизни других людей, а затем депортирован в страну, гражданином которой он является. Просто объясните для людей, которые скажут, а что же вы тогда, зачем вам нужно быть в Европе? Ну, смотрите, корабль это копия русского корабля, но этот русский корабль был построен голландцами по английским чертежам. То есть «Штандарт» — это часть европейской морской культуры. Я, как человек, который уже давно и постоянно в Германии осел, корабль, который управляется европейской организацией и принадлежит гражданину Европейского Союза, я считаю, что у нас есть все права здесь ходить по Европе. Если я не смогу побороть вот эту несправедливость, которая сейчас есть, да, придется искать какой-то другой вариант. Мы тут пели песню. Ты хочешь послушать маленькую песенку? Да. 3, 2, 1. Mousse, petit mousse, il faut que ça mousse. Lave le fond, lave-le bien. Si tu veux que ça mousse, il faut que tu pousses sur la serpillière et le balai.
Каждые 4 часа меняется вахта. Члены одной из вахт должны следить за штурвалом. Вот вы видите, ребята сидят именно здесь, там, где находится штурвал, следить за мимо проходящими кораблями, за ветром, за парусами. Это кают-компания. Здесь экипаж не только отдыхает, но и обедает, и смотрит фильмы. Позади камбус, кухня, по-французски тоже камбус. Здесь подарки от всяких мэров городов, кто посещал штандарт, когда мы к ним в гости заходили. 2 рынды здесь. Одна капитанская. Это рында, чтобы капитан мог обозначить, когда добро выпить по рюмочке. Не всегда и никогда в море. Но на берегу иногда можно. А вот эта рында – это для шеф-повара, когда еда готова. Звоним в эту рынду, и все собираются на обед. Это основание грот-мачты. Вот оно вниз через всю палубу проходит, упирается прямо уже в киль корабля. Офицерская каюта, капитанская каюта. Ну, наверное, могу показать. Ну, по сути, спальня. Ну, вот 25 лет с такой каютки. От тюрьмы не сильно отличается. Сколько тут пространства? Так, ну, сколько? 2 на 2. 2 на 2 метра? Да. Сложно так все время? Да, привыкаешь уже. В общем, что. Это адмиральская каюта, или штурманская мы еще ее называем. Каюта Петра Первого. Вот в таких условиях Петр Первый жил, когда он был капитаном парусника «Штандарт». Он сам построил корабль и, как капитан этого корабля, перегнал его с Ладейного поля в Петербург в сентябре 1703 года. Дальше копия Петровского радара и навигационного компьютера. Вот в точности, один в один. Как у него было, да, мы постарались один в один из лучших образцов малахита сделали. Вот теперь оно вот такое. Доброе утро. Как вы? А вы? Берите овсянку. Берите сколько хотите. Утро на Штандарте начинается в 7:30 со звонка рынды. Интересно, мне только что рассказали, что рында слово появилось, потому что российские моряки слышали, как англичане говорили все время ring the bell. Так это слово постепенно перешло в русский язык, превратилось в рынду. Доброе утро, ребята. Мы сегодня наслаждаемся действительно хорошей погодой. Во второй половине дня, правда, ветер может быть слишком слабым, но ничего. Сейчас расчетное время прибытия у нас даже раньше, чем нужно. Моя предыстория. Я с 14 лет занимаюсь парусным спортом. Серьезно гонялся на уровне сборной страны и заканчивал кораблестроительный институт. В каком-то 92-м году чемпионат мира я не выиграл, я был вторым, но решил, что вот все, хватит. Выше уже сильно не прыгнешь, и пора заниматься чем-то более серьезным. И вот это пересечение парусного спорта и кораблестроения очень четко определило вектор. Я могу строить парусные корабли. Первый корабль, который я построил, шхуна 26 метров, называлась «Святой Петр». В 91-м мы начали, это тяжелое время было для страны. Да, у меня была мечта построить штандарт, но сначала я построил корабль поменьше, шхуну в Петрозаводске. Это заняло 5 месяцев и стоило 3000 евро. Это был конец коммунистического периода в России, деньги были другими и было много возможностей. И да, вы точно видели этот корабль. Но все это меркнет и бледнеет в сравнении с тем фактом, что у меня опять увели мой корабль. Я очень горжусь тем, что мой корабль снимался в «Пиратах Карибского моря». Уже тогда была мысль, что я собираю материалы для того, чтобы построить большой настоящий парусник для города Санкт-Петербург. Да, это то, что вдохновляло. И надо сказать, если вы слышали слова гимна Санкт-Петербурга, там есть «С морской душой бессмертной, как Россия, плыви фрегат под знаменем Петра». Так вот как раз вот это тот фрегат, про который гимн Санкт-Петербурга. Этот топор мне подарил англичанин, которому он достался от его деда. А это другой англичанин, который сейчас ремонтирует корабль, деревянный парусник 1816 года постройки. Обидно, в общем-то, почему в России, в мировой морской державе до сих пор нет ни одного парусника, которые напоминали бы, как русский флот создавался во времена Петра Первого. Итак, нас было трое. Нас было трое студентов, и получали мы тогда, как студенты, примерно по 20 евро в месяц. Я отправил вот этих двух парней в Америку учиться плотницкому делу. Они вернулись с большим багажом знаний и опыта, и мы начали строить штандарт.
Притащили несколько дубов на пустой пляж и начали делать киль. Двигай на себя. Еще. Что там, талевка мешает? Да. Ладно, ставим на ребро. Вот давайте вспомним 94 год. Государство не мешало. У государства были свои проблемы. Мы нашли заброшенный участок на берегу Невы, рядом со Смольным собором. Мы получили лес на обшивку. Заводы помогали там, кто с железом. Мы пришли, пушки хочется сделать исторические. Хорошо, давайте чертежи. Они, значит, нашли кусок железа, паковку, они высверлили пушку. Вот, ребята, это вам. Сколько стоит? Нисколько не стоит. Это вам подарок. То есть он народный корабль. Едва ли в начале 2000-х, когда «Штандарт» только отправлялся в первое путешествие, его создатели могли вообразить: в 2024-м их будут обвинять в пропаганде имперскости. Недоброжелатели видят в «Штандарте» не учебный парусник, а русский военный корабль. Корабль «Штандарт» – копия корабля Петра Великого, правителя, который в начале XVIII века запретил украиноязычную печать, приказал сжечь украинские книги. И пока украинцы не знают, увидят ли они завтрашний рассвет, фрегат прославляет величие правителя, разрушавшего украинскую культуру и украинскую нацию. Это не символ Российской империи, того, что российское правительство сейчас пытается восстановить, да. Это совершенно другое. Для меня корабль — это произведение искусства и источник знания. Внимание всему экипажу! Лекция начинается на верхней палубе. Одна из ошибок, которую часто новички, неопытные моряки совершают, они слишком сильно затягивают паруса. Если вы так сделаете, вам даже будет казаться, что все выглядит идеально, но на самом деле из-за этого вы потеряете много силы ветра, чтобы двигаться вперед. Так что если парус закреплен правильно, он будет слегка двигаться на ветру, вот здесь, спереди. Это будет значить, что вы по-настоящему поймали направление ветра. Первые 7 лет, с 2000 по 2007, мы каждый год ходили на международную регату. Мы делали то, для чего я задумывал «Штандарт». На Дворцовой набережной 300-летие Петербурга, и когда 44 президента сидят, единственный, по сути, элемент водного шоу – это «Штандарт». Точная копия фрегата Петра I «Штандарт». А потом «Штандарт» с алыми парусами с 2005 года. Это, конечно, энергетически колоссальное вот это вот воздействие. 2 миллиона зрителей вокруг Эрмитажа и Петропавловки. Все с восторгом смотрят на корабль, потому что это символ мечты. В 2007 году началась эта показательная порка с Ространснадзором, который нас стал атаковать на пустом месте, с начальником этого Ространснадзора, который стал объявлять, что «Штандарт» — это груда гнилых дров. Показательной поркой капитан «Штандарта» называет претензии к кораблю из Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Для России копия исторического корабля тогда — это ноу-хау. Инспекторы посчитали, что судно не соответствует требованиям безопасности. Его исключили из госреестра, потому что специальной категории для исторических кораблей там просто не было. Там даже на алые паруса нам Ространснадзор не давал выйти. Там была ситуация, когда министр транспорта ночью по мобильным телефонам разыскивал этого начальника, чтобы тот подписал бумажку разрешения на выход на алые паруса. Точно было понятно, что заниматься делом в России не дадут. Поэтому пришлось принимать трудные решения и идти туда, где море свободно. То есть вас по формальным причинам пытались лишить лицензии? В те времена-то на любом, есть пословица, на голом солдате можно найти 16 замечаний. А на деревянном парусном корабле знаете, сколько замечаний можно найти? Бесконечно. У нас сейчас серьезная проблема, мы не знаем, где зимовать. В Петербурге очень хотелось бы, чтобы история России, история флота нашла поддержку, в том числе и на официальном уровне. Сейчас вот океан милостив, да, погода легкая, а зимой начнут приходить шторма. Шторм, когда там 20, 30, 40 узлов ветер, никакой якорь не выдержит. Стоянка на якоре нереальна. Если в порт не будут пускать, то корабль реально в опасности будет. Так и кто это мне опять, и где это мне опять? Алло, слышно ли меня? Да, Володь, слышу тебя. А ты прорабатывал вариант Стамбул? Ты прорабатывал? Стамбул, слушай, в Турции я прорабатывал, там не очень здорово, потому что у них очень часто горят исторические парусные корабли, там жесткая конкуренция, я не хочу в это встревать никак. Я понял. Но как план «Б», если ничего другого не получится, то, конечно, это вариант есть.
«Штандарт» сейчас учебный парусник. Мы собираем практикантов со всей Европы, со всего мира. Мы что-то посчитали, 38 стран у нас разных было за последние пару лет. У тебя есть 2 крюка, мы называем их карабинами. Чтобы открыть карабин, ты сначала нажимаешь сюда и только потом открываешь. Если ты просто попытаешься открыть, не сработает. Карабин будет заблокирован. Но если нажать сюда, тогда все откроется. Готово? Ну, пошли. Только что мне было очень страшно, потому что я забиралась наверх просто по обычным веревкам. Они специально так скреплены, чтобы это было удобно делать. Но смотреть на воду с этой верхней мачты очень впечатляюще и страшно. В исторические времена люди забирались сюда, чтобы следить за горизонтом, потому что у них не было радаров и других приспособлений. А во время сражений здесь были люди с мушкетами. Они стреляли отсюда. Окей, итак, меня зовут Асьер. Я из Испании, я живу в Барселоне и учусь там на инженера. Я занимаюсь парусным спортом много лет. Я начал это делать где-то в 12 лет. В какой-то момент я просто листал Инстаграм и случайно наткнулся на аккаунт этого корабля. Я подумал, что было бы здорово приехать на «Штандарт», присоединиться к команде и узнать, как все это работает. Так я и решил присоединиться. Теперь я волонтер, я помогаю со всей работой на корабле. Готовлю, убираюсь, работаю с парусами, иногда немного их ремонтирую. И хотя на этом корабле довольно комфортно жить, знаете, если вы проводите месяц в море, это очень изматывает. В какой-то момент вы все равно хотите сойти на сушу и пойти посидеть в баре и съесть сэндвич. Но когда у вас нет такой возможности, это действительно изматывает. Same to you, have a good watch. Standard standing by 1-6. А что хотели? Спрашивали, идем ли мы на якорь к Ильдексу, а я говорю, нет, не идем мы на якорь к Ильдексу. Потому что власти нам прислали правила, по правилам, которые они специально для нас написали, специально для «Штандарта», мы можем на якорную стоянку установиться раз в 3 дня. И обязаны за сутки уведомить их о том, что мы хотим встать на якорную стоянку. «Штандарт» оказался под санкциями, он не может зайти в порт, он не может заправиться топливом, мы не можем планировать наши путешествия. Есть международные правила, когда корабль в опасности, запретить это совсем нельзя. Но это каждый раз через боли, через какие-то очень большие сложности договоренности. То есть это означает, что корабль не может функционировать. А при нашей миссии учебного парусника международного, если мы остановимся, мы не сможем собирать средства на содержание корабля, корабль развалится. Поэтому мы вынуждены ходить, не знаю. За счет чего сейчас главным образом существует «Штандарт»? Мы участвуем в фестивалях. Морские фестивали – это самая большая статья дохода. Мы участвуем в киносъемках. Пока жив капитан, судно не считается захваченным. Ты не устал повторять это каждый раз? То есть, если у нас на неделю или на 2 арендовали для киносъемок, это очень серьезная денежная поддержка. Мы вообще стараемся, чтобы практиканты наши, как правило, молодые ребята, студенты, чтобы они вообще были здесь бесплатно или платили как можно меньше. На борту сейчас люди самых разных национальностей. Кажется, почти все члены экипажа из разных стран. Сейчас у нас на борту русские, украинцы, французы. Сам я из Бельгии, кто-то из Латвии, кто-то из Испании. Так что команда очень интернациональная. Одна из бывших волонтерок «Штандарта» создала петицию в поддержку корабля. Обращение с просьбой не выдворять его из Европы собрало более 7 тысяч подписей. Впрочем, в Еврокомиссии его комментировать не хотят. В ответ на запрос «Дождя» там напомнили про 14-й пакет санкций, в котором было уточнено, что запрет на российские корабли в европейских портах касается и реплик исторических кораблей.
Вам много жертвуют денег? Нам удалось собрать около 10 тысяч евро на юридические услуги, а потратили 15. И придется потратить еще больше. Когда вы последний раз были в России? Ну, я заезжал как раз вот перед началом всего этого ужаса в 22 году. Сделал себе международный паспорт. Вот, а так 15 лет уже не было. 23 февраля 22 года «Штандарт» стоял на греческом острове Лемнос. И там есть форт, крепость, в которой русские солдаты помогали грекам отстаивать свободу во время греко-турецкой войны. Мы экипажем собрались, одели исторические наши формы, пошли туда наверх, в этот форт, сварили глинтвейн, выпили по рюмке. И, в общем, было позитивное такое ощущение, что вот мы поддерживаем историю, как она была позитивна. То, что случилось на следующее утро, ну, первые 2 дня я просто не верил, что такое возможно. Это ужас, это боль, это разрывает сердце. За эти почти 2 дня «Штандарт» проделал путь примерно в 200 километров с полуострова Киброн до города Ля-Рошель. Но совершенно точно команда «Штандарта» знает, что в порт Ля-Рошель корабль не пустят. Но судьба «Штандарта» решится либо в итоге в суде, либо все-таки в самом Европейском Союзе пересмотрят свое решение. Но пока никакого ответа на свои жалобы команда не получила. Есть у корабля капитан. У страны тоже есть капитан. И вот что делать человеку, которому не нравится капитан? Поднимать бунт? Ну, дело бесперспективное. На корабле поднимать бунт будет пресечен, мятежник будет повешен. А в масштабах страны что делать человеку, если не нравится капитан? Максимум, что можно сделать, сойти с корабля. Вот это то, что я сделал со «Штандартом». Я сошел с корабля, который называется «Россия», и последние 15 лет я в самостоятельном плавании. Я стараюсь сохранить здесь, на «Штандарте», атмосферу того времени, когда была нормальность, чтобы люди могли друг с другом общаться вне зависимости от национальности.